Приветствую тебя, душа, что нашла это послание. И ты не случайно здесь. Есть причина, по которой ты включила именно этот расклад. Ты чувствуешь, что-то в его поведении изменилось. И, возможно, ты хочешь знать, почему. Что происходит с его планами? Почему его намерения к тебе больше не звучат, как прежде? Или, наоборот, вдруг стали еще серьезнее? Сейчас мы с тобой заглянем глубоко в суть вопроса. Я проведу тебя через 40 вопросов о главном для тебя, которые будут разбиты на 8 смысловых тем. Мы будем раскрывать его чувства, тайные мысли, подсознание, действия, страхи и главное, что будет дальше. Если ты готова, дорогая душа, то мы будем начинать, и по традиции начнем с того, что посмотрим, что происходит между вами здесь и сейчас. Паш, есть какая-то свежесть вроде бы как, и есть какая-то игра, но постоянно кажется, что это все несерьезно. Есть кружение, есть заинтересованность, но есть привкус того, что есть кто-то лишний. Тройка кубков. Есть постоянные тайны и подсознательное ощущение, что за этим стоит не только тайна и не только какая-то недомолвка, но еще и какая-то женщина, которую вы ощущаете. Здесь есть привкус магии третьего лица, которого вроде бы как нет, но он незримо здесь есть. Скорее всего, отношения либо на дистанции, либо ближе дальше. То ближе, то дальше, то ближе, то дальше. Но эта карта еще часто об отдалении. Такое ощущение, что есть ощущение, да, именно глубинное ощущение или предчувствие отдаления того, что вы разойдетесь по какой-то причине, но скорее всего по инициативе мужчины. Ну и да, такое ощущение есть, оно нарастает, причем оно такое, знаешь, как бы давящее. 6,9 это дьявол все-таки, а по дьяволу это как навязчивая идея. В общем-то, я смотрю, есть такая тенденция от хорошего к плохому. Две хорошие карты, неплохие. Потом как будто бы вам что-то перекрывает дорогу, жрица. Потом эта дорога вроде бы как есть, но она опять вроде бы как перекрыта. Такое ощущение, что вам периодически явно или тайно закрывает дорогу на отношения. И вроде бы как и отношения легкие, и вроде бы как они могут быть серьезными. Но бессознательное, подсознательное присутствие женщины, закрытой двери или чего-то недосказанного портят эти отношения. Как минимум они именно портят. Потому что вот эти две карты, они дают такое ощущение, что вроде бы как или безнадега, или безысходность. Да, вот такой сегодня не сильно веселый расклад с привкусом женщины на где-то скрытой какой-то женщины, треугольника и отношений, которые вроде бы и серьезные, но упираются в закрытую дверь. Хорошо, давайте теперь пройдем по блокам, вот таким вот, да, и начнем с энергетик. Почему-то мне хочется энергетики посмотреть, будем потоково смотреть это все. Давайте так, посмотрим 5 вопросов по энергиям и спросим, вот какая энергетическая связь между вами здесь и сейчас, в моменте, в этом моменте. Здесь идет все по чашам, по скорпиону, и такая энергетическая связь, что как бы вам не было хорошо или плохо, мужчине хорошо. То есть эта энергетическая связь полностью удовлетворяет мужчину, причем он может это как показывать открыто, так и скрывать, что это его удовлетворяет, устраивает. Поэтому это связь по воде, по эмоциям. И как бы вам не было хорошо или плохо, мужчину это устраивает. То есть связь такая, что мужчина от этой
энергетики подпитывается. Женщина, ну, может быть, тоже и может быть, и подпитывается, но вряд ли она здесь подпитывается. Скорее всего, женщина здесь отдает. Почему? Потому что здесь водные стихии, они чисто женские, а здесь мужские мечи. Так вот, на мужских энергиях женщина здесь теряет. Поэтому, давайте так скажем, в ваших отношениях и какая энергетическая связь? Мужчина подвампиривает женщину. По крупному или по мелкому, неважно. То есть женщина отдает эмоцию, женщина отдает эмоцию, мужчина питается. Давайте тогда спросим, что происходит с вниманием мужчины по отношению к вам? Мужчина полностью владеет вашим вниманием. Не его внимание сконцентрировано на вас, а ваше внимание наоборот. Вот смотрите, я спросил, что происходит с его вниманием. Надо спрашивать было, что происходит с вашим вниманием. То есть, как бы вы ни думали о его внимании по отношению к вам, ваше внимание сконцентрировано на нем. Он Юпитер, он центр, ну, центр Вселенной, условно говоря. Он император, и он приковал ваше, точнее, внимание к себе. Поэтому, что с его вниманием по отношению к вам, если перефразировать, да, или все-таки окончательно сформулировать этот вопрос, то он контролирует вас. Но контролирует таким образом, что все ваше внимание сконцентрировано на нем. А как вы знаете, куда сконцентрировано внимание, туда и уходит вся энергия. Поэтому он вас подвампиривает, а вы как бы донором работаете. Вот так вот. Хорошо. Есть ли в нем внутренний отклик, учитывая на те две карты, которые мы сейчас видим, да? Есть ли в нем внутренний отклик, ну, например, когда он думает о тебе? Что-то откликается у него или нет? Да, есть у него внутренний отклик, это чувство. То есть у него, если он о тебе думает, у него просыпается сердце. Даже если это как-то замаскировано под его императорским величеством, да, все равно внутри его сердца он вспоминает о тебе, ну, позитивно, да, то есть, когда он думает о тебе, внутри его сердца ёкает, вот так вот, давайте скажем. Окей, давай тогда спросим, что тебя в нем притягивает, тебя в нем притягивает с эзотерической точки зрения. Вот эзотерика, магия, мистика, чувства. Что тебя в нем притягивает с эзотерической точки зрения? Ну, учитывая то, что мы здесь видим иерофанта и самодовольного или самодостаточного где-то даже мужчину. Умение добиваться чего-то. Возможно, этот мужчина, допустим, партнер, достиг каких-то определенных своих высот. Девятка жезлов. Давай тогда спросим, если тут такой прям кошмар какой-то, я извиняюсь, как он чувствует себя рядом с тобой? На уровне души, разума, ну на уровне души, все-таки душа тут в центре. Как он чувствует себя рядом с тобой на уровне души? Комфортно, ему комфортно с тобой. Вот знаешь, он как бы рядом с тобой, как будто бы у очага, возле очага, да, в котором так тихо потрескивают дрова, как будто бы у камина, да, вот почему-то у меня такое ощущение от этой комбинации. Ну окей, друзья, пришло время сделать короткую, но важную вставку. Если вы все еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь, поставьте лайк или дизлайк и напишите комментарий, это помогает продвигать канал. Я вас очень сильно благодарю. Давайте теперь посмотрим, перейдем от вот такого блока с энергетиками к блоку о мыслях, да. Давай посмотрим, что он думает о тебе чаще всего, или как он думает о тебе чаще всего.
Но он часто о тебе думает, вспоминает и вспоминает о самых теплых, интимных, близких моментах. Может быть, о подарках каких-то, о поцелуях, о шепоте в саду или на природе, об ухаживании. И чаще всего он вспоминает и думает, как. Именно вспоминает. Это вспоминание карта. Воспоминание. Ностальгии даже. Он ностальгирует по тебе. Об ухаживании за тобой. Ну окей, интересно. А почему у вас так? Напишите в комментарии. Как он объясняет себе твое поведение? Как он объясняет себе твое поведение? Он не доверяет тебе, и где-то он объясняет твое поведение твоей хитростью и желанием что-то выкрутить в свою пользу. Вот так вот. Ну, вообще это кража. Он объясняет себе твое поведение тем, что ты хочешь не потерять свою выгоду, быть при интересе, оставить себе свой интерес. Какой это интерес? Ну, тут все вокруг чаши прямо. Не знаю, может быть, ты действительно его не хочешь терять, и ты действительно в него влюблена или влюблен. Давай тогда спросим, какие образы, почему-то у меня здесь идет, какие образы приходят ему, когда он вспоминает тебя? Он почему-то вспоминает, как вам было очень тяжело вместе, вдвоем, и как вы переживали самые трудные дни совместной жизни или совместных отношений. То есть он страдает. И ему почему-то страдается и себе, и он видит ваш какой-то образ страдальческий. Поэтому ему приходят не лучшие образы в этой ностальгии. Поэтому у меня такое ощущение, что он, знаете, как бы вот эти три карты мне дают такой поток, что он страдает и думает, ну как же вы так могли? Вы, именно вы. Не оба вы двое. Да и даже оба двое. Почему вас так угораздило? Как бы спрашивает он, и ему как бы веришь при этом. Как будто бы он откровенен, как будто бы он искренен сам с собой в этих ностальгиях, в страдальческих каких-то ностальгиях. Интересный сегодня расклад. Давай спросим, вот есть ли в его голове, в его тюрбане, да, тут тюрбан на голове у него какой-то такой интересный. Есть ли в его голове идея быть с тобой по-настоящему или всерьез? Да, такая цель есть. Тут вопрос, собьется ли он с пути, достигнет ли он такой цели. Да, есть такое. Но это вектор направления, да, то есть вектор движения. Поэтому, если на этот вектор будет влиять как минимум еще одна жрица, да, то ему трудно будет влиять. У него есть свое намерение. И это, кстати, стрелец, это цель. И это как бы младший братик дьявола, да. Ну, не младший братик, а прообраз. Поэтому, да, он есть. Считает ли он тебя собственной женщиной в его жизни? Давай спросим. Да, на перспективу он не исключает этого и возможности. Поэтому не знаю, что у вас за странные страдания друг с другом, но возможно мужчина в образе. Возможно мужчина немножечко такой себе зазнался. Возможно немножечко такой нарцисс. Такое, знаете, всего понемножечку и получается вот такой вот образ важного какого-то мужчины. Знаете, важный в себе. Похож на кого он похож? Напишите, кто это такой у вас. Давайте в его чувствах попробуем разобраться. Какие эмоции вот он испытывает, эмоции, при мысли о тебе, кроме ностальгии, да, как он воспоминает, эмоции при мысли о тебе. Ну, он спокойно сейчас реагирует. То есть, такие холодные эмоции. Раньше, вот я скажу, раньше он испытывал больше огня. Поэтому его эмоции постепенно угасают, к сожалению. По четверке мечей я не могу сказать, что они разгораются. Но я бы мог сказать, что он еле сдерживает эти эмоции. Но нет, четверка мечей это покой. Поэтому это спокойно, да, то есть он спокойно воспринимает мысли о тебе.
Да, ёкает, как я говорил, да, туз чаш, но не глаза не закатываются, температура не поднимается, руки не трясутся, ну, вы поняли, брюки не расстегиваются, ну и слюни не текут. Это уже хорошо. Окей. А что его радует? Именно радует в твоей энергии? Стабильность. Вот смотри, у тебя все-таки ресурсы, ты его поддерживаешь. Ты ему где-то служишь, ты ему где-то помогаешь, ты ему где-то подставляешь плечо, и это радует. Твоя ресурсность его радует. И он где-то кайфует от того, что он может тебя вампирить. Ну, пока что я здесь не вижу какого-то злого вампирства. Тут такое, брать-давать. Ты что-то берешь, он что-то дает. Он же все-таки император, у него тоже ресурс какой-то есть. То есть здесь где-то еще пока что... Да, он больше донор, а ты акцепт. Не, ты больше донор, а он акцептор. Но при этом это пока еще в паритете. Вот давай тогда спросим, ну а что вызывает в нем страх? Вот эти вот мечи проверим. Страх или напряжение в связи с тобой? Ну, у него, знаешь, какой страх может быть? Что ты ему откажешь, и ты его бросишь именно по твоей инициативе. Вот ему было бы неприятно, если ты вдруг проявишь инициативу и разорвешь с ним связь. Имей это в виду. Хорошо. Или где-то будешь его игнорировать. Поэтому твое внимание по отношению к нему действительно для него важно. Ну, где-то здесь нарцисс, да? Где-то. Окей. Хорошо. А давай тогда спросим, раз он такой холодный, а тут вот такой страстный, испытывает ли он к тебе действительно страсть? Он может ее испытывать. Она может в нем еще пробудиться. Но к этому нужно прикладывать определенные усилия, физические как минимум. Но, как говорится, женская виагра продается в ювелирном магазине, а мужская... Ну, а мужская, наверное, в аптеке все-таки. Тут таблетки какие-то, да, идут такое. Хорошо. Есть ли в нем желание защищать и оберегать тебя? Да, такой компромисс есть. И здесь ангел-хранитель. Поздравляю. Это еще пока что не все плохо и не все потеряно. Не все утоплено в этом болоте, да. Или в этом болоте нежности присутствуют проблески надежды. Хотя дьявол тут рядом бродит. 14-й аркан, 15-й рядом. Хорошо. А теперь давайте все-таки посмотрим вот эти блоки, которые, из-за которых мы тут с вами и собрались, собственно говоря. Причины перемен в ваших отношениях. Вот почему его поведение стало вдруг другим? Причина. Почему его поведение стало вдруг другим? Ну, смотрите, здесь два варианта. Либо характер, гормоны. Гормоны и характер. Такое может быть. У мужчин тоже гормоны бывают. Либо действительно магия. Здесь жрица в центре. Поэтому, смотрите, у кого есть соперница, здесь соперница может подмагичивать периодически. Здесь как раз та самая комбинация. В центре жрица. И вот вам и причина, почему его... колбасит или штырит. Да, вы напишите, его штырит, колбасит или глючит. Но смотри, все-таки маг это нрав, прежде всего это характер и гормоны, а потом это уже магия. Но все-таки маг на причину это магия, а жрица тому подтверждение. Причем скрытое влияние. Хорошо, вот что может быть повлияло на перемену в его планах? Что может быть повлияло на перемену в его планах? Кстати, кто гадает вот из женщин на мужчину и подозревает, что мужчина маг или ведьмак, ну, может быть, он не может, тогда это его жрица, тогда это он ведьмак, да? Я извиняюсь. И тогда
Он может беситься из-за того, что не может одолеть вас своей магией. Такое тоже, кстати, бывает. Но это только в случае, если женщина подозревает, что мужчина колдун. Хорошо. Что действительно повлияло на перемену в его планах? Что действительно повлияло на перемену в его планах? Деньги, прежде всего. Деньги, работа, успех, финансовый успех, бизнес. Пока что материальная составляющая. Может ли он хотеть детей? Возможно. Это дети каким-то образом помешали этому. Или ваше желание детей, а его нежелание. Или наоборот, его желание, а ваше нежелание. Это семя всегда. Хорошо. Есть ли внешние обстоятельства вот какие-то, которые его отвлекли? Как раз тут. Да нет, здесь просто эмоции, эмоциональный фон какой-то. Если он только не истерик, не истеричка какой-то. Давайте так скажем. Если вы знаете, что внешние обстоятельства могут влиять на психоэмоциональный фон вашего мужчины, тогда да. Здесь все-таки скорпионы, это эмоции, да, и это как раз об отвлечении, вопрос как раз задан. Внешние обстоятельства, да, если он раздражителен, манителен и склонен к каким-то истерическим состояниям, ну, психовать склонен. Давайте спросим, вот кто или что его сбивает, ну, сбивает его фокус с отношений, да, отвлекает его вот как раз здесь. Ну, вот видите, и паж здесь. Кто что отвлекает его? Отношения. То есть, может быть, кто-то, какая-то другая женщина, или он кем-то еще увлечен. Ну, смотрите, с отношений сбивают его отношения, поэтому жрица тут есть все-таки. Может быть, мама. Такое тоже бывает. Ну, если он там живет с ней, да, допустим. Какие страхи или убеждения стоят за его колебаниями? Прошлый горький опыт. Где-то он уже обжегся, и обжегся неоднократно, и новые разы обжигаться он не спешит пока что, к сожалению. 5 чаш. То есть прошлые болезненные неудачи. Такое тоже может быть. Хорошо. Что чувствуете сейчас? Можете поставить на паузу. Мы движемся с вами дальше. Давайте спросим. Вот что он планировал ранее, да? Посмотрим его прежние планы, а потом посмотрим его планы на здесь и сейчас, да? И посмотрим, как оно поменялось. Какие у него были намерения на начало ваших отношений? На начало. Он хотел вас завоевать, победить, покорить, одолеть, оседлать и обуздать. А вот что он представлял себе рядом с вами? Рядом с вами что он себе представлял? Счастье, семью. Ну, так вот интересно. Он видел вас, знаете, счастливый разум, да? Это добре. А думал ли он, что вы будете вместе надолго? Да, думал. Тут финансовый вопрос мог быть ключевым в этом моменте. И может быть действительно, видите, туз пентаклей пока и мешает, а может он будет еще и помогать. Почему он изначально стремился сблизиться с вами? Влюбился. И черты характера все-таки маг, да. Человек торопливый, суетливый. То есть этот человек любит делать все быстро. Вини, види, вице. Пришел, увидел, победил. Один из его девизов, который может влиять на отношения. Хорошо. Давай спросим тогда, вот что ему казалось возможным, реальным
в будущем. Ему не казалось ничего невозможного, но ему нужно было не торопиться. То есть ему казалось возможным все, но потихоньку, постепенно, поэтапно, не разгоняясь при этом. И здесь у него противоречие. 8 скорость, а 2 медленность. Но давай так, ему казалось возможным поэтапно выстраивать отношения. Но где-то что-то все равно было в противоречии. Скорость и не скорость, да. С одной стороны, быстро возможно, он хотел и торопился, и суетился, а с другой стороны, может быть, он готов был покорить весь мир вместе с вами. Тогда вы его чем-то воодушевляли. Воодушевление здесь по 3 пентаклей есть, по 3 чаш. И воодушевление здесь есть по пажу. Вам просто кто-то гадит, извините за выражение, или мешает. Хорошо. Давайте тогда спросим, что он планирует сейчас? Вот чем отличается прошлое, если он раньше готов был горы свернуть, да, от того, что есть сейчас. Вот как раз и посмотрим, как меняются планы. Как он видит развитие вашей связи сейчас? Неторопливую перспективу. Неторопливую перспективу. Ну окей. Есть ли в его намерениях конкретные шаги? Пока нет. Он может вас очень сильно подвести, и он не готов. Нет. Конкретных шагов нет. Но перспектива есть. В этом есть противоречие. Жрица мне здесь не нравится. Насколько он уверен в своем, насколько он уверен в своем влечении к тебе? В противоречии, не уверен. Не уверен, он что-то не принимает. Может быть, прошлый опыт, может, не доверяет в финансовом плане тебе. Может быть, действительно, морок идет от 3-го лица. То есть, смотри, насколько он уверен, нет, не уверен, и он не может что-то принять. Он что-то отталкивает. Или вас разъединяют, вас расталкивают. Или в его голове что-то живет. Какая-то мыслеформа. Планирует ли вот он признаться тебе в чем-то, проявиться или выйти на связь? Допускает это. Не планирует, но допускает. Но смотри, он между 2 огнями. Тут, скорее всего, есть женщина, которая просто вот влияет на это. То ли просит у него деньги, то ли постоянно отвлекает. Помоги, помоги, помоги там. То ли владеет его вниманием дополнительно, то ли понимает, что вы как бы 3-е лицо тоже для нее. Я извиняюсь. Но вот такая какая-то тут беда есть. Поэтому да, но вот это на это проявление как раз и влияет 3-й человек. Эта персона, она его просто вот, только он настроится на раз и его в сторону. Есть ли у него внутренний конфликт, мешающий действовать? Вот сейчас проверим. Нет, здесь есть женщина, которая мешает ему действовать, которая... как он вампирит вас, она вампирит его. Так. Ну, это и мама, и может быть какая-то другая женщина, которую вы, скорее всего, знаете, но может скрываться где-то там. Часто мужчины не открывают женщину или приоткрывают и говорят, что она ни на что не влияет, а она влияет. Почему? Потому что мужчина может терзаться чувством вины, например, по отношению к этой женщине, которую скрывает. Или не открывает до конца, или говорит, что она ни на что не влияет. Хорошо. Что ж такое сегодня? Давайте посмотрим вот будущее, ваше будущее с ним. Давайте спросим, вот, возможен ли переход отношений на новый уровень, на какой-то в позитивном ключе. Здесь отношения такие, что возможно что угодно. Да, возможно.
И только духу будет известно, и дух здесь должен активировать эти отношения. Да, возможно, непредсказуемо здесь. Мы сейчас это не можем прогнозировать, но да, возможно. Причем случайно, дело случая, обстоятельства могут повлиять. Поэтому я скажу так, не торопитесь пока. Вот что изменится, если ты будешь с ним рядом или останешься? Ты даешь шанс себе и ему. Неплохо, то есть лучше остаться рядом, пока не психовать. А что вот произойдет вдруг, если ты отдалишься? Ну, тебе будет потом трудно налаживать с ним коммуникацию. Лучше поддерживать то, что есть, чем перегадить то, что еле сдержал, да. То есть тебе будет трудно потом, он может отгородиться, закрыться, уйти в себя, психануть и перегореть. Поэтому не надо этого делать пока что, если есть такая возможность. Есть ли у тебя перспектива союза с ним? Да, пока что да, такой шанс, вот он, шансы, они все есть. Поэтому тут не надо резких движений делать. Тут надо укреплять защиту свою, энергетику, открывать дороги, условно говоря, чистить пространство. Да. Что он сам выберет? Быть рядом или уйти? Он выберет быть сильным и быть мужчиной. Карта неплохая, но он выберет бороться почему-то у меня так. Быть умным, он правильно поступит, он примет правильное решение. Туз мечей. Быть рядом или уйти – это движение. Ну, давай уточним. Видишь, опять сомнения идут, колебания. Пока что он выберет отстраниться. Хорошо, пусть отстранится, пусть возьмет паузу. Это пойдет на пользу. И он выберет здравый смысл. Вот, это здоровье, это смысл, а это колебания. Поэтому здравый смысл. То есть он поступит рационально и по уму. Но это отдаление пока что, поэтому он может уйти пока, отдалиться. Но тебе не нужно делать резких движений, услышь это. Хорошо. Давай теперь посмотрим вот послание Вселенной и спросим блок послания Вселенной. Какую кармическую роль играет этот мужчина в твоей жизни? Он разбивает тебе сердце. Ты от него получаешь боль, но за что-то ты это получаешь. Может быть, где-то за то, что где-то кому-то причиняла боль. А если ты постоянно получаешь боль, тогда срабатывает рабочая родовая программа по линии отца. Особенно если он у тебя сердечник. Что ты должна понять в этой истории с ним? Ты прорабатываешь свою самооценку и самоценность. Ты должна понять, что ты крута настолько, что, может быть, он не стоит даже. Не стоит даже, я даже не знаю чего, ну, твоей булавы. Как я придумал. Это именно придумал, посмотрел, у тебя булава. Но только единственное, что булава у тебя не твоя, а все остальное твое. Хорошо, а вот чему тебя учит эта связь? Именно учит. Она учит противостоять дьяволу, кстати. Учит противостоять дьяволу, поэтому... Ну и где-то учит выполнять обязательства. Что тебе стоит изменить в себе ради будущего счастья? Тебе нужно либо побольше работать, если ты лентяйка или лентяй, или хорошо научиться отдыхать. Как минимум тебе ради будущего счастья нужно найти стимул и смысл саморазвития и трансформации. Поэтому тут самооценка тебе действительно важна, и она должна повышаться. Но в то же время тебе нужно кармические обязательства отрабатывать и обещания. Что тебе стоит изменить в себе ради будущего счастья? Мы посмотрели, а вот давай спросим.
Каков совет высших сил на ближайшее время? Готовься к какому-то потрясению и готовься к тому, что неожиданно должно что-то измениться и разрушиться. Что это? Болезненная связь, поэтому в твоих отношениях произойдет разрыв. И он даст возможность для облегчения твоего сердца, твоего потока. Прямо сейчас можешь поставить на паузу, нарисовать руну Ларгус. Это, кстати, Ларгус. И дать возможность проистекать этим отношениям более естественно и гармонично. Поэтому ты перестанешь быть зависимой болезненно и станешь в этих отношениях более свободной. И эти отношения перейдут в более легкую стадию, даже если они пойдут по сценарию паузы. Что тебе нужно знать прямо сейчас? Тебе нужно успокоиться и понять, что связь, отношения и партнерство – это справедливость. И что как никто не имеет права осуждать тебя и винить тебя, так и ты не имеешь права винить и осуждать свою вторую половину. И в этих отношениях будет все по справедливости. Но эти отношения еще не закончились. И через паузу, возможно, засветится свет гармоничных отношений. А будет ли это новый человек или будет это тот, о котором идет речь здесь, напиши в комментарии. Твоє мнення справедливо і істина важна. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і побачимось. До зустрічі. Па-па.